Сегодня мы будем готовить одно из любимейших блюд корейцев, которое часто можно встретить в меню ресторанов, продающееся в готовом виде в магазинах, увидеть в дорамах и так далее. Называется оно кимчи поккум или жареное кимчи. Но как вы уже поняли из названия, сегодня мы его будем готовить с мясом. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, жареное кимчи с мясом очень популярное в Корее блюдо, во многом потому, что оно готовится очень легко и быстро, а также потому, что кимчи само по себе является очень вкусным блюдом, а жареное оно еще вкуснее. Мне кажется, все что угодно в жареном виде вкуснее. На самом деле у этого блюда есть и практичная сторона, потому что часто для его приготовления используют залежавшееся кимчи, которое было приготовлено очень давно, которое было сильнее подвержено процессу ферментации и которое по вкусу более кислое, чем свежеприготовленное кимчи. И прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать в колокольчик. Друзья, колокол очень важен, так как я часто ловлю от вас обратную связь, что вам не всегда приходят уведомления о моих новых видео. Чтобы это исправить, обязательно жмите в колокольчик и выбирайте пункт «Все». Тогда мои новые ролики не пройдут мимо вас. Ну а мы начинаем готовить. Как обычно, на экране представлены все необходимые ингредиенты. Ставим видео на паузу, делаем скриншот, либо спускаемся за этим списком в описании под роликом. Готовить будем на 4 порции. Начинаем нарезать овощи. По традиции начинаем с репчатого лука. Его режем как обычно. Сначала пополам, а потом перьями. Либо полукольцами. Далее измельчаем чеснок. Делаем это либо ножом, либо можете воспользоваться чеснокодавкой. Зеленый лук просто мелко шинкуем. Добавлять мы его будем в самом конце. Следующим мы нарезаем главный ингредиент – кимчи. Кимчи аккуратно выкладываем на доску, а потом нарезаем поперек на кусочки толщиной не больше 1 см. Если у вас широкие листы, то можете еще разрезать их вдоль. Если не хотите нарезать на доске, то можете измельчить капусту с помощью кухонных ножниц. Так будет даже удобнее. Ну и наконец мясо. Традиционно используют свинину. Я взял шейку, но сюда отлично подойдет окорок, лопатка, вырезка и даже грудинка. Нарезаем не сильно мелко, но и не крупно. Я решил нарезать сначала на пластины, а уже потом на продолговатые куски. Если у вас грудинка, то старайтесь нарезать так, чтобы у вас были кусочки с чередующимися слоями мяса и жира. Так будет сочнее и вкуснее. После того, как мясо нарезали, добавьте к нему 2 столовые ложки соджу, либо 1 столовую ложку обычной водки и дайте ей постоять так минут 30. Делаем мы это для того, чтобы устранить неприятный запах сырой свинины. Да и мясо станет от этого только нежнее. Друзья, важный момент. Я показываю рецепт блюда, которое готовят в Южной Корее. Я знаю, что в России корейцы готовят не совсем так. Рецепты немного отличаются. Если интересно, в чем именно отличие, то обязательно досмотри это видео до конца, там я подробно расскажу об этом. И вообще, всегда досматривайте мои ролики до конца. Там я всегда даю дополнительные и важные рекомендации по приготовлению, а также рассказываю, чем можно заменить те или иные ингредиенты. Итак, приступаем к жарке. Включаем плиту, ставим большую сковороду. Я взял вок, вы можете взять обычную сковороду. Льем 3-4 столовые ложки растительного масла. Как только сковорода разогреется, выкладываем жариться мясо. Жарим его регулярно помешивая. Жарим примерно 6 минут. Когда мясо подрумянится и начнет появляться небольшая золотистая корочка, добавляем репчатый лук. Перемешиваем. Жарим примерно 2 минуты. Мешайте регулярно. Делаем мы это все на сильном огне. Поэтому следите, чтобы не подгорело. Лук размягчится, самое время добавлять кимчи. Хорошо перемешайте. Жарить мы будем его минуты 2-3. За это время выпарится лишняя влага.
После этого добавляем столовую ложку красного перца кочукару, сахар, 2 столовые ложки пасты кочудян, две столовые ложки соевого соуса. Все хорошо перемешиваем и продолжаем жарить. Жарим так 2 минуты, регулярно мешая. И добавляем измельченный чеснок, а также зеленый лук. Жарим так еще 2 минуты. Постоянно мешайте. И в конце добавляем чайную ложку кунжутного масла. Снова перемешиваем и все, готово. Подавайте на стол горячим, вместе с рисом и другими корейскими закусками. Можете украсить кунжутными семечками. Приятного вам аппетита! Друзья, блюдо вкусное и острое, поэтому без риса есть противопоказано. Если боитесь остроты и считаете, что кимчи и так острое и вам этого хватит, то красный перец не кладите, а перцовую пасту кочудян кладите в 2 или даже в 3 раза меньше. Но полностью убирать пасту я не рекомендую. Как вы помните, в начале ролика я говорил, что обычно для этого блюда используется залежавшееся кимчи. И именно по этой причине обычно добавляют сахар, чтобы убрать лишнюю кисловатость во вкусе. Если у вас свежее кимчи и вы не хотите добавлять сахар, то можете его не сыпать. Есть еще один вариант приготовления жареного кимчи с мясом. То, что готовят корейцы, живущие на постсоветском пространстве. Отличается он тем, что к мясу не добавляется алкоголь, не кладется паста кочудян и сахар. Обычно мясо обжаривают с луком, далее кладут нарезанные кимчи, хорошо так его обжаривают, и далее кладут молотый кориандр, чеснок, а также мелко порубленную кинзу. Некоторые еще добавляют сок от кимчи и таким образом немного тушат. В общем, это все отличия, но вкус действительно другой. Можете, кстати, тоже попробовать этот вариант, а потом в комментариях написать, какой вам больше понравился. Друзья, не забудьте подписаться на канал, и если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте ему лайк. Ну и, конечно же, не забывайте про колокол, чтобы не пропустить мои новые ролики. Жду ваши впечатления, отзывы и вопросы в комментариях. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно гляньте другие мои видео. Ну и всем пока.